Почему люди сейчас так боятся, да? Они потому что не привыкли высказываться. Им многие годы вдалбливали, что ваше мнение нас не интересует. Регулярно людям говорили, вот вы видите, вот это все, что происходит, это из-за журналистов. Интернет – это зло, интернет – это плохо. Там все очень опасно для детей, опасно для взрослых. Сейчас траектория движения вообще всего того, что происходит в сфере информации, интернета, она как раз в сторону заткнуть рты всем, кто выбивается из общего отрежиссированного хора. ФСБшники пришли к ректору университета и сказали, что, мол, типа, что хотите, сделайте, чтобы она не преподавала больше. Дети, которые оказались в ситуации, когда образование, по сути дела, закончилось, когда они видят, как преподаватели сдают друг друга, вот этих детей просто невероятно жалко, что им приходится учиться в эту эпоху. Когда у тебя есть возможность выбора, ты чувствуешь себя комфортно. Когда у тебя нет такой возможности выбора, ты чувствуешь себя загнанным в угол. И это плохо. Это некомфортно, это неправильно, так не должно быть никогда ни с кем. Если я продолжу работать со студентами, то либо студентов будут ломать на то, чтобы они меня записывали и стучали, либо будут приходить какие-нибудь люди и сидеть, слушать, что я буду им рассказывать. У справедливости нет срока давности. Если мы не будем делать ничего, то мы просто позволим о нас вытирать ноги, дискриминировать нас, нарушать наши права молчаливо. Бронировать отели по всему миру, в том числе и в Женеве, легко в приложении One2Trip. Их удобно оплачивать российскими картами и получать кэшбэк до 15%. Галя, привет. Привет. Мы в Женеве. Это Организация Объединенных Наций, ее центральный офис. Ты медиа-юрист. Сразу два вопроса. Что за человек медиа-юрист? И что ты, девушка из Воронежа, делаешь в Женеве в Организации Объединенных Наций? Из всего объема прав человека мы занимаемся маленьким, но очень важным – свободой слова. Я сказала маленький, но, наверное, не права. Это очень важно, это фундаментально, потому что без этого не может быть ничего другого. Без доступа к информации, без разных источников, без возможности высказаться, возможности не боясь высказаться. Это все не будет иметь смысла. Вот почему люди сейчас так боятся, да? Они потому что не привыкли высказываться. Им многие годы вдалбливали, что ваше мнение нас не интересует. Все, что вы говорите, оно, в общем-то, не имеет смысла, потому что решения принимаются где-то там, и люди приняли эти правила игры. Цензура для них не явно со знаком минус. И поэтому вот эти права человека, которые глобально, в том числе, обсуждаются и в Организации Объединенных Наций, и обсуждались в Совете Европы, и на других международных площадках, они для людей не являются чем-то таким, что это про меня, это про мою жизнь, это про моих детей, это про мой каждый день. Вот то, чем мы занимаемся, медиа-юристы, мы смотрим на свободу слова в контексте в целом прав человека, медиа, ну и журналистов. Сколько прямо сейчас в России журналистов преследуются за их профессиональную деятельность? Огромное количество. Я 25 лет работаю с журналистами, я привыкла к тому, что журналисты не любят рассказывать о своих проблемах. Они считают, что, в общем-то, общество это мало интересует. Обществу нужен продукт, нужна информация, нужны медиа. Но если журналист будет жаловаться, что его там права нарушают, его лишили аккредитации, его преследуют, там, на него возбудили какое-то дело, он как будто становится уязвимее для своей аудитории. Но в целом, если мы говорим сейчас о преследованиях, уголовных дел против журналиста около 20, то есть это когда речь идет именно о делах о военных фейках. Многие журналисты сейчас находятся в том числе в СИЗО. А уже я не говорю о других формах преследования. Это ведь не только уголовные дела, это административки, это бесконечные дела, связанные с контентом. То нельзя говорить, это нельзя публиковать. Ну и давайте не забывать, иностранные агенты, нежелательные организации. Это все вот эти все клеймы, которые вешает государство на журналистов, в том числе, в первую очередь, наверное, на журналистов, это все тоже форма преследования. Форма преследования за работу, даже не обязательно за инакомыслие, а просто за профессиональную деятельность. Есть
вещи, которые, там, как справедливость, да, у которой нет срока давности. Ты обязательно должен ее добиться. Если не прямо сейчас здесь, там, в России, в каком-то региональном городе, будь то Воронеж, Москва, Питер, это может быть даже совсем маленький городок где-нибудь, там, не знаю, на Урале или в Сибири. Если человек чувствует, что он не может добиться справедливости здесь и сейчас, но это очень важно пытаться добиться ее на международном уровне. И, к сожалению, вот ООН – это все, что у нас осталось. Потому что после того, как Россия перестала быть членом Совета Европы, Европейский суд по правам человека закрывается для нас, к большому сожалению. Скажи, Гордеевой, скажи, Почему права российских средств массовой информации надо защищать? Ведь мне кажется, что это такие сообщающие сосуды. Вот людям нужна свободная пресса, они ее выбирают, и пресса существует. Людям не нужна свободная пресса, если они этого не хотят. Значит, пресса это не существует. Это такие рыночные законы, в общем-то. Все, что мы сейчас наблюдаем, это попытка взять под контроль медиа. Не только сейчас. На самом деле, эта история, она длится десятилетия. Мы давно наблюдаем за тем, что происходит в сфере журналистики. И надо сказать, что в среднем статистика была такая, что где-то 1500 случаев нарушения прав журналистов было в России там ежегодно. И что менялось внутри вот этих дел, это кто были те, кто преимущественно выступал против журналистов, да, кто преследовал их. Кто? В начале 90-х это была власть. Это был очень высокий уровень насилия в отношении журналистов. Затыкали рот монтировками из-за угла. Потом начался такой период относительно вегетарианский, когда вот все эти конфликты, когда люди недовольны были тем, что журналисты делают, и очень часто это была такая инверсия ответственности, когда журналист пишет, например, статью про какого-нибудь чиновника, рассказывая о его коррупционных связях, о том, что он недобросовестно выполняет свои обязанности. Вот в этой ситуации государство должно было бы посмотреть внимательно на этого чиновника, да, и сделать так, чтобы он работал в интересах общества, чтобы он не злоупотреблял своими правами. А в этой ситуации начали нарастать конфликты, когда эти чиновники начали подавать в суд на журналистов, перекладывая с больной головы на здоровую. Когда виноват был уже журналист в связи с тем, что он написал об этом, что поднял этот вопрос. И государство так, оно дистанцировалось. Давайте, доказывайте, что то, что вы написали, правда. И вот этот период вегетарианский, когда конфликты ушли в суд, когда суд стал таким арбитром при разрешении конфликтов между теми, у кого были претензии к журналистам, и самими журналистами. И это было хорошо. Это была цивилизованная площадка для разрешения споров. Начало расти число исков, например, о защите чести и достоинства, когда можно было спорить на равных. Ты споришь не с государством, ты споришь с юристом на другой стороне, который доказывает позицию журналиста, говоришь о том, что журналист это делает не потому, что ему это интересно, он не хочет копаться в чем-то грязном белье. Он это делает в защиту общественного интереса, потому что это его работа. И судьи откликались на это. У нас был очень высокий процент выигрыша в этих делах. И это было действительно удивительно наблюдать вот эту трансформацию. Это какое-то растущее понимание вообще важной роли журналиста в обществе. А потом это опять все скатилось, когда частные лица стали меньше подавать в суд, они стали идти жаловаться в контролирующие органы, роль контролирующих органов Роскомнадзора, прокуратуры, ФСБ, они начали все усиливаться и усиливаться. У них стали новые инструменты слежки, всякие радиочастотные центры, которые отслеживают контент и откат в обратную сторону, когда государство начало очень много возбуждать дел административных, потом уголовных в том числе, против журналистов. И суды в этой ситуации превратились в нотариат, который просто штампует дела на стороне государства. Судиться в этом смысле за свободу слова и за права журналистов стало гораздо сложнее. Ты на стороне человека, которого преследует большая машина, а на той стороне государство через свои контролирующие органы, да, например, Роскомнадзор или Генеральная прокуратура, они представляют даже не человека, а некую идею, политику. Интернет – это плохо, это опасно, это влияет негативно на детей, это распространяет агрессивную, плохую какую-то опасную информацию против, государственных интересов, безопасности, еще чего-нибудь. И тогда получается, что государство, оно представлено своим же и очень сильным, очень влиятельным репрессивным органом.
И все, и практика пошла, соответственно, сразу вниз. И таких дел стало много. Это вот за последние там, лет 10-15 оно просто стало нарастать. И сейчас мы находимся в очень сложной точке, когда свобода слова – это что-то страшное, что-то плохое, опасное. Люди, которые этой свободой пользуются, для которых это просто профессиональный инструмент. В обществе порицаются, общество этого боится. Поэтому сейчас медиа-юристам тоже стало непросто. «Римские каникулы» – один из самых романтичных фильмов в истории человечества. Но даже в нем есть эпизод с секретными агентами, массовой дракой и ударами гитары по голове. Этот динамичный эпизод снимали прямо здесь, в паре десятков метров от меня, на барже, оборудованной под развеселую танцплощадку. Вместо баржи с танцами теперь терраса Тевере, на которой с утра до вечера звучит не менее веселая музыка. Но в целом картинка почти не изменилась. Справа мост Сант'Анджело, ему почти 2000 лет. Позади меня замок Святого Ангела, не менее древний. Внизу Тибр. Он многое видел, в том числе и Одри Хёбберн, сыгравшую в «Римских каникулах» прекрасную принцессу Анну. Одри Хёбберн обожала Рим. Она прожила здесь 10 лет после своего второго замужества и выучила итальянский. Он стал 6-м ее иностранным языком. Английский и нидерландский она знала с детства. Французский выучила вскоре. О том, как и на каком уровне Одри Хёбберн владела испанским и немецким, до сих пор ведутся споры, но в Ютубе есть записи, на которых актриса говорит на этих языках. Языки в современном мире еще большая необходимость, чем раньше. А учить главный язык планеты, английский, я рекомендую Wall Street English. Wall Street English – это крупнейшая международная школа с 50-летней историей. Кстати, ее первое отделение появилось как раз здесь, в Италии, а теперь она работает по всему миру и подготовила уже больше 3 миллионов выпускников. Обучение в школе ведется по смешанному методу, когда самостоятельная работа сочетается с онлайн-занятиями, а сами занятия проводятся в том числе и с носителями языка из разных стран, с которыми можно общаться по-английски в любое время и в любом месте. Главное – забронировать урок. Wall Street English подходит и для тех, кто только собирается выучить английский, и для подтягивания знаний, и для подготовки к IELTS, и для освоения бизнес-лексики. А помочь выбрать оптимальный вариант под свой уровень и задачу может персональный наставник. По окончании обучения выдается диплом международного образца, подтверждающий уровень владения английским. А с промокодом Гордеева учиться еще выгоднее. В июле он дает скидку сразу 40%. Переходим по ссылке в описании, вводим промокод Гордеева и учим английский вместе с Wall Street English. Какой есть критерий определения того, что это СМИ или этот журналист по-настоящему независимый? Ох, сложный вопрос. Если меня спрашивать об этом как юриста, да. Ну, я, конечно, буду сейчас ссылаться на закон о средствах массовой информации, который совершенно определенно говорит, кто такой журналист. С точки зрения российского закона, это человек, который работает в зарегистрированном в Роскомнадзоре средстве массовой информации, то есть как бы в редакции, у которой есть регистрация в Роскомнадзоре. Да. Бумажка. Бумажка. Только этот человек является журналистом, который создает, редактирует тексты, и они, соответственно, распространяются вот на этой площадке, на площадке зарегистрированного СМИ. Это человек, который там либо в штате, либо по договору, либо выполняет отдельное поручение. Популярная такая штука – редакционное задание. Человек, который показывает редакционное задание, он тоже типа журналист. То есть с точки зрения закона Российской Федерации я не журналист? Нет, Катя, ты не журналист. С точки зрения закона ты даже уже и не блогер, потому что хотели сначала внести в закон понятие блогер, потом начали блогеров переписывать, потом оказалось так, что первым блогером в списке стал Медведев и сам Роскомнадзор, потому что их социальные сети посещались ровно там то количество раз, больше там 500 тысяч, что ли, надо было, уникальных посещений в сутки, чтобы человек считался блогером. Ну и вот, соответственно, список блогеров сначала ввели, потом бросили. Вот. И так понятия нет. В этой ситуации просто ты, не знаю, журналистствующий гражданин. Ну, это, кстати, Алексей Кириллович Симонов придумал такой термин «журналистствующий». Он какой-то, конечно, несерьезный, но, с другой стороны, очень четко, мне кажется, описывает, что человек делает. Да, он занимается журналистикой, но государство, скорее всего, этого не будет признавать. То есть, условно, если мы придем в суд,
то суд посмотрит, скажет, что, нет. Вот этот человек, он не журналист, потому что по закону он не считается журналистом, все права журналиста ему не принадлежат, он не может ссылаться на это и это. Это похоже на журналистику, но вот юридически он что-то другое делает. А вот теперь второй критерий независимости. Как он формулируется? Во многих странах уже это прям в законодательстве написано, что государство не должно владеть средствами массовой информации, что оно не должно быть учредителем средств массовой информации, что государственные СМИ – это плохо, потому что государственные СМИ априори не являются независимыми. Они не будут отвечать той миссии, которую должна следовать журналистика, журналисты, потому что они, условно говоря, являются такими пресс-секретарями, аутсорс-пресс-секретарями органов власти. И во многих странах, на самом деле, даже запрещено государству быть владельцем средств массовой информации. В том числе одним из стандартов независимости является, например, общественное телевидение, общественное вещание в целом. И это тоже определяет принцип организации общественного вещания, потому что все-таки телевидение очень сильно влияет. А приведи пример. Например, общественное вещание есть классическое, например, BBC, Deutsche Welle. Но оно же софинансируется государством в том числе. Безусловно, есть здесь критерий финансирования, он достаточно существенный. Например, в Англии, насколько мне известно, это финансируется за счет налога. То есть каждый гражданин платит налог, который... Добровольно? Но налог никогда не бывает добровольным. Но этот налог, он идет не в государство, он идет, собственно, сразу на обеспечение работы общественного телевидения. У меня нет ли в этом хитрости? Я не исключаю. Но так или иначе принцип, когда общественное вещание, оно является автономным от государства, государство не является учредителем этой телекомпании. Вещание, работа журналистов в рамках этой телерадиокомпании строится на принципах независимости, именно профессиональных стандартов. Но помимо этого, независимость – это, конечно, еще и внутренние правила работы редакции, профессиональные стандарты. Потому что во многих редакциях есть внутренние кодексы профессиональные и профессионально-этические. Возвращаясь к тому же BBC, контракт журналиста состоит не только из той части, которая про сколько ты часов работаешь, какой там объем работы ты делаешь, но и в том числе большим блоком этого контракта является кодекс этики, который содержит там целый набор профессиональных стандартов, которые определяют в том числе независимость. На уровне законодательства, например, некоторые вещи не прописаны, или даже если прописаны, они не исполняются. Например, как у нас в законе о СМИ есть позиция, что учредитель, кем бы он ни был, не должен влиять на редакционную политику. И что его влияние ограничивается исключительно выбором названия, и он имеет право разместить в этом СМИ свое так называемое заявление учредителя в очень ограниченном объеме и очень ограниченное количество раз в течение месяца. В принципе, такой договор между учредителем, создателем медиа и редакцией, что да, я учредитель, как родитель, но я не вмешиваюсь в то, что вы делаете. И если я хочу что-то сказать, я вам приношу этот текст, вы его публикуете, и вы не вмешиваетесь в то, что я говорю. Редакция не имеет права редактировать это. Это, в принципе, был бы неплохой баланс, но он нарушается на практике. Его на практике нет. И поэтому, соответственно, учредители определяют и то, каким образом редакция работает, и про что можно писать, про что нет. Про друзей учредителя или организации, которые его финансируют, писать нельзя. Это темы табу. Вот это давайте уберем, давайте здесь подредактируем. И это неправильно. Вот так не должно быть. Было бы неплохой гарантией независимости медиа, если бы журналисты сами, понимая миссию свою профессиональную, могли бы определять, что они делают, как они делают. И наверное, еще очень большим фактором является репутация. Репутация журналиста, имя журналиста. Потому что журналисты это люди той профессии, которые тоже работают на свое имя. Например, возьмем тебя. Не надо меня брать, давай кого-нибудь другого возьмем. Давайте возьмем Юрия Дудя. Он журналист или нет? Вы в этом смысле в одинаковых примерно позициях с точки зрения закона. Закон вас не будет признавать журналистами. Но у вас большая аудитория, у аудитории есть репутация, и вас смотрят. И это означает, что юридически вы вроде как не журналисты, но репутационно и по сути своей деятельности вы выполняете журналистскую работу. И именно поэтому к вам такое пристальное внимание. И ваши имена известны. А посмотри, какое количество журналистов работает в региональных редакциях, и не факт, что их имена известны местной аудитории. А это означает, что так выстроена конфигурация работы медиа в России, что журналист, к сожалению, лишен возможности работать на свое профессиональное реноме. Спроси у людей, которые живут в этом городе, они вряд ли назовут
пару имен журналистов, которым они доверяют. Вот из тех журналистов, которые освещают их собственную жизнь. Вот, а это означает, что, соответственно, и журналист лишен возможности выстраивать свою профессиональную деятельность так, чтобы ориентироваться на собственную репутацию в глазах своих читателей. Если бы это было так, и мне кажется, что во многих странах на самом деле это так, когда журналистов знают в лицо, их знают по имени, и журналист будет 3 раза, 10 раз, 50 раз думать, прежде чем что-то будет делать, что может подмочить его репутацию. Это очень важный общественный договор между журналистами, медиа и обществом, который удерживает в том числе независимость. Журналист не пойдет на сделку со своей профессиональной репутацией, если он будет понимать, что вся его работа может пойти просто коту под хвост, потому что он сделал заказной материал. Как человек, который занимается всю свою жизнь практически защитой СМИ, не обижает ли тебя и не разочаровывает то, как низок в обществе запрос на независимую информацию? Очень долгое время государство делало очень много для того, чтобы взрастить в обществе понимание, что право на информацию – это вообще не естественное право человека, это привилегия некая. Вот. И нет необходимости человеку знать много. Вот если надо, вы там пойдете, и мы вам сами скажем, пришлите нам запросы, государство вам там в лице пресс-службы какое-нибудь ведомство ответит. И была постоянная вот эта вот растущая пропасть между обществом и журналистами. Постоянно навязывали вот оценку, что журналисты, особенно независимые журналисты, это какие-то, они на кого-то другого работают, вот эта вот терминология уничижительная, типа журналюги, постоянные опросы общественного мнения, как вы относитесь к цензуре, хотите ли вы, чтобы мы вернули цензуру, и люди отвечали, да, мы хотим, потому что, опять же, навязывалось восприятие, что интернет и вообще вся эта вот современная пресса – это некая, скорее, вседозволенность, это, там, не знаю, там, детское порно и какие-то такие всякие другие ужасные вещи. Вот они пишут там про суицид, смотрите, у нас тут дети вываливаются там из окон, они пишут про Колумбайн-сообщество, и вот у нас тут опять какая-то трагедия произошла, стрельба в школе. То есть они каждый раз связывали это с распространением информации в интернете, давая тем самым обществу толчок в ту сторону, что как бы цензура – это типа правильно, давайте мы ограничим это, давайте мы не будем давать возможность этой информации распространяться, потому что для общества так лучше. И люди постоянно жили вот в этой риторике, когда они, в общем, перестали, мне кажется, уже даже пытаться думать о том, что информация на самом деле это их естественное право, и без права на свободу слова, без права высказываться свободно, выражать свои мысли так, как ты считаешь, а не так, как тебе позволяют, без права получать доступ к общественно значимой информации, человек не может на самом деле чувствовать себя достойно и хорошо жить в этом обществе. Ему навязывали постоянно отношение к журналистике, независимой журналистике, как к чему-то опасному, плохому и как бы что работает там против интересов там, нашего великого государства. И поэтому в результате вот мы пришли к точке, когда общество действительно не очень ценит независимые источники информации. В это было вбухано, в общем, довольно приличное количество денег. Это сознательно они делали? Я думаю, что да. Я думаю, что это сознательная политика на то, чтобы общество не задавало вопросов и боялось высказываться. В тот момент, когда нас будет судить история, какое место на этом суде будут занимать средства массовой информации и пропаганды? Мне кажется, что средства массовой информации сейчас играют очень важную роль. Они фиксируют происходящее, они документируют эту историю. Все? Нет, не все. Те, которые, очевидно, занимают сторону пропаганды, это не документация истории, это создание параллельной реальности. Они, на самом деле, должны нести очень серьезную ответственность за создание вот этой параллельной фальшивой реальности, агрессивной, которая ставит людей в положение очень уязвимое, зависимое. А в какой момент это началось? Я бы сказала, с момента развала НТВ, то есть давно, контроль над телевизионными каналами федеральными, которые имеют очень большой доступ к аудитории. Это возможность контролировать не только информационную повестку, но и умы людей. Это шло по нарастающей не только усиление контроля над телевидением, но и расползание этого контроля
с федеральных каналов на региональные медиа. Началась вот эта кампания по созданию региональных медиахолдингов, куда собрали все областные телевидения и газеты. И таким образом они оказались в единой, условно говоря, сетке информационной повестки. Те маленькие редакции, которые пытались там, в конце 90-х, начале 2000-х выстроить себя как бизнес, и они наращивали рекламную службу, пытались быть независимыми в принятии решений, там, в отборе журналистов, в назначении главного редактора, там еще как-то сопротивлялись, там, показывали свои колючки власти. Вот тогда очень быстро под контроль все районные газеты взяли. Как читатель, как зритель, просто как человек, как гражданин, я вижу, каким образом люди действительно зомбированы вот этой агрессивной повесткой, агрессивным контентом, подачей. Они, конечно, не научены критическому мышлению. У нас ведь совершенно не было, ну, если до сих пор нет, естественно, никакой программы медиаграмотности. Никого не учили тому, как читать, смотреть, воспринимать информацию через СМИ. Есть определенная насаждаемая повестка, что интернет – это зло, интернет – это плохо, там все очень опасно для детей, опасно для взрослых, это формирует там, негативные настроения, это опасно для несовершеннолетних. В рамках этого формируется и отношение у людей к тому, как они потребляют информацию. Почему традиционно, например, старшее поколение доверяет телевизору больше, чем интернету? Потому что мы в ваш интернет не верим. Вот пропаганда, она там. Потому что им об этом говорят из телевизора, и они этому доверяют. Я так понимаю, что ты готовишься выступать в каком-то большом и важном суде, который будет потом, который отложен на потом. Не факт, что я буду в нем выступать, ты но надеешься. как минимум я считаю, что мы все юристы, кто сейчас этим занимаются, да, кто помогает людям, которых преследуют, мы делаем то, что мы можем. И это, конечно, не правосудие в том виде, в котором оно должно быть в нормальном государстве, которое уважает своих граждан. Но те инструменты юридические, которые нам доступны, мы ими должны пользоваться. Если мы не будем делать ничего, то мы просто позволим о нас вытирать ноги, дискриминировать нас, нарушать наши права молчаливо. А мне кажется, это само по себе неправильно. Но на этом возможном будущем суде, гипотетическом процессе, можно ли будет говорить о степени виновности пропагандистов? Ты, как юрист, сможешь это доказать? Вообще сейчас много ведется дискуссий на тему пропаганды и роли тех, кто называет себя журналистами, работающих на федеральных каналах сейчас, которые, конечно, с большим энтузиазмом повышают градус вот этой ненависти. Или мне хочется надеяться, что они все-таки понимают степень своей вины в том, что происходит, и участие, что именно они делают, повышает этот градус ненависти. Ну, вина – это категория этическая, да, а есть практически юридические термины. Там, ответственность. Ответственность, дезинформация. Кто-то юридически может это обобщить? К большому сожалению, здесь расходятся право и закон, потому что закон будет считать журналистом любого человека, который работает по трудовому контракту на зарегистрированной в Роскомнадзоре СМИ. И поэтому формально они журналисты. И тут возникает вопрос не только с точки зрения права, но и с точки зрения профессиональных стандартов, каким образом вот эта вся пропаганда, вот эта вся возгонка ненависти, как она укладывается вообще в правовые и этические стандарты, если ты считаешь себя журналистом. Но я думаю, что вот вопрос восприятия себя в качестве журналиста там уже вряд ли вообще стоит. А юридическая оценка этого, я думаю, что пока нам рано еще говорить о том, что каким образом вообще будет оценена работа пропагандистов в текущей ситуации, потому что юридические инструменты есть и сейчас. То есть те же самые фейк-ньюс, да, распространение заведомо ложной информации, которая ставит общество в ситуацию определенного риска и вызывает заблуждение. То есть это есть и сейчас, это давно уже есть. Но, как мы видим, привлекают к ответственности не их, а людей, которые профессионально ведут себя совершенно иначе, да, которые ставят себе в первую очередь во главу угла своей профессиональной деятельности. Честное освещение событий здесь и сейчас, несмотря на все юридические риски, это как раз абсолютно такое инверсия ответственности.
привлекают к ответственности не тех, кто эту ненависть разжигает, не тех, кто вводит общество в заблуждение, а ровно наоборот, тех, кто пытаются открыть глаза обществу на происходящие события. Проблема в том, что сами по себе эти законы в той формулировке, которая они есть, они, на мой взгляд, представляют опасность для всех, одинаково, как и для журналистов, так и для пропагандистов. Поэтому, например, законодательство о фейк-ньюс, на мой взгляд, должно быть просто отменено. Но каким образом они будут нести ответственность за вот все то, что сейчас творится, я как юрист пока представить не могу, как бы вот процедурно. Но то, что это совершенно точно должно быть каким-то образом оценено, в том числе обществом, главное, чтобы общество осознало то, что это не журналистика. Галь, до того, как стать иноагентом и попасть во все эти нежелательные списки, ты же была вполне уважаемым в государственных, в том числе, структурах человеком. Ты всех этих людей, которые принимают эти законы, которые чинят все эти репрессии и препятствия иноагентам, ты их знаешь, у тебя куча государственных наград. В какой момент это все перещелкнулось? Как ты стала на себе чувствовать презрение, скажем, да, со стороны государства, потому что ты иноагент? Те люди, с которыми я была знакома, это, конечно, люди системы, которые преимущественно работали на региональном уровне. Это там председатели областных судов, скажем, с которыми мы сотрудничали, проводили семинары для судей. Последний раз, что называется, в очереди на проведение такого семинара стоял Челябинский областной суд, который мы уже обо всем договорились, и должно было бы все прям уже организовано там, через пару месяцев. И как только признали иностранным агентом Центра защиты прав СМИ, который в 2015 году, они сразу же сказали, что нет, вот теперь мы не можем. Вот эти люди, да, они как бы всегда... Мы общались всегда как коллеги. То есть здесь было вполне такое нормальное юридическое профессиональное общение. Ты для них не была чужеродным человеком? Нет, потому что нас всегда рассматривали не как активистов, и мы никогда ими не были. Мы были юристами, которые занимаются узкой профессиональной темой. Свобода слова, регулирование медиа, регулирование интернета. И эта отрасль права, ее в ней мало специалистов, ее мало кто, по большому счету, понимает. И поэтому, когда был профессиональный интерес у судей рассматривать дела, связанные с журналистами, с сознанием дела, они вполне были готовы на сотрудничество. Потом вся система судейская, она вся сделала серьезно шаг назад. Но в 2015 году едва организацию объявили иностранным агентом, тебе сказали, что больше в Воронежском университете ты преподавать не можешь, а тогда таких законов еще не было. Нет, ты не права. Мне сказали про университет не когда организацию признали в 2015, когда меня признали. В 2021 году? В 2021 году, совершенно верно. Вот тогда ФСБшники пришли к ректору университета и сказали, что, что хотите, сделайте, чтобы она не преподавала больше. Противно было? Противно, в первую очередь, было то, что все понимали, и не было же оснований никаких правовых для того, чтобы расторгнуть контракт. Потому что это попозже внесли изменения в законодательство. А тогда все работало на понятиях. Пришли люди, объяснили по понятиям. Университетское начальство вроде бы даже как-то все понимало. Но надо отдать должное, что декан и кафедра, где я преподавала, они пытались меня защищать, отстаивать. Но было понятно, что, в общем-то, ничего, во-первых, не получится, во-вторых, я бы тоже не согласилась продолжить, потому что было уже на тот момент понятно, что если я продолжу работать со студентами, то либо студентов будут ломать на то, чтобы они меня записывали, стучали, либо будут приходить какие-нибудь люди и сидеть, слушать, что я буду им рассказывать. А рассказывать им что-то, кривя душой, я никогда бы не согласилась. Поэтому в этой ситуации просто студенты остались без преподавателя и без предмета. То есть им поставили просто зачет за дисциплину правового регулирования журналистской деятельности без прохождения, собственно говоря, этой дисциплины в принципе. Есть две стратегии сейчас поведения хороших людей, хороших преподавателей в хороших вузах. Одна стратегия – это уйти и больше никогда не иметь с этим ничего общего. Вторая стратегия – это оставаться, сдавать в том числе своих коллег, которые по разным причинам, в том числе и по иноагентским, не могут преподавать, но утешать себя тем, что если и я уйду, то студенты останутся совсем без хороших преподавателей. Какая стратегия тебе кажется более жизнеспособной? Это очень сложный выбор. Мне кажется, тут каждый человек будет решать для себя. Потому что мне кажется, что во всей этой ситуации жальче всего студентов. Потому что дети, которые оказались в ситуации, когда образование, по сути дела, закончилось, когда они видят, как преподаватели сдают друг друга, объясняют им
политику партии и правительства. Вот это, конечно, уже не образование как таковое. Вот этих детей просто невероятно жалко, что им приходится учиться в эту эпоху. И если преподаватель может удержаться, чтобы не идти на сделку со своей совестью, удержаться, чтобы продолжать преподавать им профессию честно, не сдавая ни своих студентов, ни своих коллег, ну, честь и хвала этому преподавателю. Не знаю, насколько это возможно в текущих условиях. Просто то, что я знаю там, от своих коллег, это становится не просто сложно, это становится просто как-то иногда не гигиенично. Ты узнала в итоге, почему организация твоя, почему ты стали иноагентами? Ну, там же нет, на самом деле, никакого объяснения. В 2015 году, когда организацию признали, у нас еще был вот этот порыв, ну, как же так? Это же, ну, это совершенно безумие какое-то. Мы занимаемся юридической практикой. Так можно признать, не знаю, любого адвоката, да, любое адвокатское бюро, которое ведет дела, связанные, не знаю, там, с защитой просто человека по любому поводу. Потому что работа юриста – это, в принципе, защита прав человека. При таком подходе любой юрист, прокурор, судья, любой правоприменитель, который честно выполняет свой профессиональный долг, он оказывается в такой ситуации иностранным агентом просто по определению, да, потому что он делает то, что государство считает политической деятельностью. И это нас, конечно, возмущало в тот момент, ну, невероятно, потому что, ну, так не может быть, так не должно быть. А сейчас уже не возмущает? А сейчас уже, мне кажется, такое ощущение, что мы вот такой вот мозоль натоптали по этому поводу, что это уже не болит, уже все понятно давно. А вот в 2015 году мы еще пытались защищаться. Разница в твоих интервью в 2015 году и 2021 году, она фантастическая. В 2015 году ты говоришь, что ты сейчас будешь судиться, ты узнаешь, что это, почему вас назначили иноагентом, ты докажешь, что это неправомочно. А в 2021 году ты говоришь о том, что ты испытываешь чувство годливости. При этом мы все равно продолжаем судиться. И если в 2015 году у нас еще были иллюзии, что мы можем показать, что мы делаем, и что это не является политической деятельностью, потом уже стало понятно, что на самом деле государству это безразлично. Просто все, что ты делаешь, если ты это делаешь там, независимо, если ты не подчиняешься каким-то правилам игры, которые тебе навязывает государство, если ты пытаешься тем более контролировать со стороны гражданского общества то, что государство делает, и уж, не дай бог, критикуешь, в том числе законодательство, то вот вся эта деятельность оказалась просто одним росчерком пера перечеркнута как потенциально опасная для государства. Поэтому вся эта история с иностранным агентством, она, конечно, как злокачественная опухоль, она расползлась, начиная с правозащитных организаций, которые тогда еще трубили, что, ребята, это только начало. Вот начали с нас, дальше это все уйдет на уровень, не знаю, обычного человека. Но сейчас мы как бы вот к этому, собственно, и пришли. Многие известные люди, среди которых ваши клиенты, пытаются сейчас оспаривать свой статус иноагента. Ты, как юрист, им советуешь это делать или этого не делать? Я, как юрист, считаю, что если ты ничего не делаешь, значит, ты с этим согласился. То есть, если по отношению к тебе нарушаются твои права, если ты дискриминируем просто по факту, что тебя записали в какой-то список, и в результате ты поражен в правах, ты не можешь делать то, сё, 5, 10, ты не можешь заниматься просветительской деятельностью, ты не можешь быть членом общественной наблюдательной комиссии, заниматься антикоррупционной экспертизой, распространять информацию несовершеннолетним, да много чего, там целый список. То есть это узаконенная дискриминация. То даже если ты не веришь в российские суды сейчас, то все равно надо обжаловать. Это обжалование как минимум две важные цели преследует. Первое – это дает возможность вытащить, условно говоря, из недр государства вот ту внутреннюю кухню, сделать ее публичной, в результате которой человека признают иностранным агентом. Они даже не пытаются, вот государство я имею в виду, сейчас это как-то мотивировать. Все формулировки, которые мы видим в документах, которые там Минюст предоставляет, они настолько носят общий характер, типа человек находится под политическим, там, под иностранным влиянием, все, до свидания. Уже не надо никаких тебе иностранных денег, не надо там участия в каких-нибудь публичных мероприятиях, там, никого уже как бы этим не удивишь. Ты вроде как гражданин России, но при этом у тебя не такие же права, как у всех остальных. И если ты не обжалуешь, ты как будто бы с этим соглашаешься. И это не только российский такой подход, что если тебя там бьют, а ты позволяешь, значит, тебе норм. Нет, на самом деле, как бы это примерно в разных обществах, в разных странах воспринимается так же. Если по отношению к тебе совершают что-то плохое, и ты как минимум не возмущаешься,
значит, ты согласен с этим. Значит, ты позволяешь с собой так себя вести. Да, скорее всего, это обжалование не приведет ни к чему. 0 дел, когда можно было бы ожидать там выигрыш, абсолютно одинаковые, под копирку написанные решения. Решение, не знаю, там, иногда оно выглядит так смешно, это решение, что юристы плачут просто крокодильями слезами. Решение, например, по телекомпании «Дождь», которое нам выдали, выглядело так. Это вот лист А4, на котором было 6 страниц А4, вот размером с пачку сигарет, вот так размещенных как бы маленькими блоками. Прочитать это было невозможно даже через лупу. То есть понятно, что это, по сути дела, фиксация вот этих всех репрессий на уровне документов. Не обжалуя, ты этого ничего не сможешь сделать. Эта фиксация важна, я, может быть, наивно полагаю, но когда-то в будущем она будет иметь значение, в конце концов, просто историческое, да, потому что какие-то вещи нужно записать на бумаге, потому что иначе не получится никаким образом зафиксировать все, что происходит сейчас в подробностях. Дополнение к закону об иностранных агентах – это связано с третьими лицами, которые теперь тоже ответственны за деятельность иностранных агентов. А чем это угрожает людям, которые так или иначе сталкиваются с нами, иностранными агентами? Наши друзья, наши коллеги по работе, наши возможные интервьюируемые и наши возможные, не знаю, попутчики, помощники, люди раздают нам квартиры или помогают арендовать машину. Если смотреть саму формулировку в законопроекте, то там говорится о том, что как бы люди, которые оказывают содействие в том, чтобы иностранный агент нарушил законодательство, которое обязывает его там, вести себя так, а не иначе. То есть речь идет о людях, которые оказывают содействие в нарушении законодательства иностранным агентам. То есть, условно говоря, это не все те там, наши друзья, родственники, операторы, коллеги. Операторы, с которыми я работаю, не нарушают законодательство? Исходя из этих формулировок, пока нет. А там бог его знает, как они, как бы, как видоизменится этот законопроект к третьему чтению. Ты, когда даешь мне интервью, нарушаешь это законодательство? Нет. А вот если, например, ты это распространишь для несовершеннолетних без пометки 18+, а кто-нибудь сделает так, чтобы ты смогла это, например, не знаю, там, показать несколько своих фильмов без этой пометки, а в аудитории будут несовершеннолетние, вот владелец этого помещения, где это будет происходить, скорее всего, да, будет подать под это, потому что он способствовал тому, что ты нарушила запрет, который установлен. То есть все те, кто помогал мне создавать это видео, не виноваты? Думаю, что до этого вряд ли дойдет. Хотя сейчас уже трудно вообще о чем-либо говорить. Но судя по формулировке, которую сейчас предлагают, это речь идет о тех людях, которые создали ситуацию, в которой ты обошла эти запреты и сделала что-то такое, что противоречит требованиям законодательства об иностранных агентах. То есть поскольку формулировки вообще резиновые, это скорее приведет к тому, что просто все будут шарахаться от иностранных агентов на всякий случай. От греха подальше, чтобы к ним потом не пришли, вопросы не задавали и так далее. То есть это создает еще большую как бы, вот эту атмосферу изоляции вокруг, такой забор, чумной барак такой. Что символизирует этот стул на 3 ногах перед ООН? Вот я его когда первый раз увидела, он большое на меня произвел впечатление. Он был изготовлен одним плотником по эскизу художника и по заказу некоммерческой организации, которая занимается правами инвалидов, которая в том числе поднимала вопрос о необходимости запрета использования кассетных бомб и противопехотных мин. Его установили в 1997 году. Думали временно на 3 месяца, в период, когда готовилось как раз обсуждение вот этой конвенции о запрете противопехотных мин и кассетных бомб. Обсуждение этой конвенции затянулось до 2005 года, и жителям, говорят, города понравилось. Он символизирует страшные последствия любого вооруженного конфликта и таки является напоминанием для стран, в том числе стран-членов ООН, о том, что последствия любого конфликта являются трагическими для конкретного человека. Когда государство идет на вооруженный конфликт, потом остаются искалеченные люди, судьбы, и с этим ничего невозможно сделать. Это то, что невозможно починить. Каким был Воронеж твоего детства? Ну, для меня он был большим, потому что я росла в районе, из которого почти не выезжала. Район рабочий, в котором много предприятий. Это Левобережный район. Там в том числе известный
гораздо большему числу людей. Юрий Хой, который сектор газа, вот он тоже в этом районе на самом деле. Это рабочий, очень простой район. А вы Юрия Хоя слушали? Нет. Ну, я нет. И надо сказать, что даже тогда, когда его имя стало известно, я ни разу не заставила себя послушать ни одну его песню от начала до конца. Ну, так или иначе, это рабочий район, но мы практически не выезжали там, с родителями. Ну, все, что я помню, такими флешбэками, там, в цирк ездили, когда я была маленьким ребенком. Вот. А потом уже я начала ездить, через город проходит река, водохранилище. И вот есть левый берег, есть правый берег. Вот левый берег – это такой рабочий, правый берег более такой деловой, интеллигентный. Театры, университеты, это все на правом берегу. И для меня этот правый берег был практически как что-то, не знаю, там космос, как-то где-то очень далеко, это надо далеко ехать на трамвае. Думала ли ты когда-нибудь в Воронеже, что ты будешь знать, как добраться до... Вообще нет. Совсем нет. Но любопытно. У меня есть подруга, она американка, живет в Нью-Йорке. И у нее есть хороший ее друг, итальянец, который работает в ООН. Она говорит, пошли в ООН. Я говорю, я тебе покажу здание. Ну, пошли. Это 98-й год. До всяких европейских судов и ООН. Да, вот. На меня это произвело впечатление, потому что это, конечно, очень внушительно, торжественно. Место, где принимаются какие-то глобальные решения на международном уровне. Это круто. О чем ты говорила сейчас в ООН? Это вообще сессия была посвящена проблеме безопасности журналистов и, в частности, использования механизмов, так называемый SLAPP. SLAPP, это, с одной стороны, звучит как английское слово «пощечина», с другой стороны, это аббревиатура, которая говорит о использовании публичных механизмов для преследования журналистов за их работу. Когда перекладывают с больной головы на здоровую, когда журналист публикует там, не знаю, журналистское расследование антикоррупционное, а этот коррупционер вместо того, чтобы против него возбудили бы там, не знаю, проверку, отстранили бы его от должности, или он сам бы ушел в отставку, он подает на журналиста в суд, и тогда уже журналист должен доказывать все, что он написал, это на самом деле там, правда и так далее. То есть это использование таких инструментов, которые выбивают журналиста из его работы, перекладывают на него бремя ответственности. И это всякие разнообразные методы, которые используют влиятельные люди, власть в том числе, для того, чтобы создать для журналистов проблему. Но это в том числе и такие радикальные формы, как угрозы журналистам, которые поступают в связи с их профессиональной деятельностью. В твоей практике был хотя бы один случай, когда хотя бы одна международная организация, будь то ООН, будь то ПАСЕ, будь то еще кто-то, помогли истории, связанные с преследованиями журналистов в России? Для людей, на самом деле, не всегда важно получить деньги в качестве сатисфакции за нарушение их прав. Им важно получить признание того, что его права были нарушены, что на самом деле вот это действительно ситуация несправедливости. И желательно, чтобы эта несправедливость была написана на бумаге, вот, зафиксирована, и чтобы она правильно была оценена. Человек хочет вот этой сатисфакции, особенно когда эта несправедливость очень больно бьет по его человеческому достоинству. И поэтому Европейский суд для нас был инструментом эффективным. У нас были случаи, когда мы выигрывали дела, которые потом впоследствии приводили к полной отмене решений. Приведу пример журналистки из Новочеркасска Елены Натоки. 2 ее дела были рассмотрены Европейским судом, оба дела мы выиграли. Она, к сожалению, не дожила до 2-го решения Европейского суда, она умерла от инфаркта, но компенсацию за нарушение прав матери журналистки получила ее дочь. Но важно первое дело, и это дело является одним из таких фундаментальных, на него Европейский суд регулярно ссылается по другим делам журналистов, не только российских. Елена была главным редактором газеты. Журналистка этой газеты написала текст с критикой в адрес мэра Новочеркасска. Он подал заявление о возбуждении уголовного дела об оскорблении. Он посчитал себя оскорбленным теми оборотами, которые в газете были опубликованы. Надо сказать, что они были достаточно мягкие, критические, да, но они точно не были неприличными по форме, как требует оскорбления. Тем не менее, и журналистка, и главный редактор как соучастник, обе были привлечены к уголовной ответственности за оскорбление. То есть она была судима по статье оскорбления за то, что она как главный редактор подписала номер в печать, в котором была, соответственно, вот эта статья.
Она подала сама жалобу, я потом уже подключилась на стадии, когда дело коммуницировал Европейский суд, мы, соответственно, высказали свою правовую позицию, мы выиграли дело в Европейском суде. Помимо того, что Европейский суд четко совершенно прописал, что решения российских судов нарушили право журналиста на свободу слова, свободу распространения информации, что этот мэр, будучи публичной фигурой, должен был терпимее относиться к критике в свой адрес. И мы выиграли это дело в Европейском суде, после чего мы должны были исполнить это решение на российском уровне. Они очень быстро все исполнили, они перечислили деньги, но для нас было важно не деньги. И Елена говорила, вопрос не в деньгах, вопрос в принципе. Почему я за свою профессиональную деятельность должна быть судима? Я что, воришка? И для нее было очень важно восстановить и человеческую, и профессиональную справедливость. В результате наш адвокат написал жалобу в Верховный суд Российской Федерации с тем, чтобы дело было пересмотрено на национальном уровне в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, поскольку вынесено решение Европейского суда. После этого, соответственно, Верховный суд принял дело к рассмотрению, вернул на новое рассмотрение в Новочеркасск. И в Новочеркасске дело прекратили, с нее сняли полностью судимость. И еще дополнительно в рамках процесса по реабилитации она была реабилитирована, ей выплачены были из государственного бюджета еще дополнительно средства за то, что в отношении нее был вынесен неправосудный приговор. Единственное, что в этой ситуации не было, и, может быть, стоило бы такие вещи как бы вообще вот за прошедшие 20 лет, которые у нас были в Европейском суде, это наказывать судей, которые выносили такие решения неправосудные. Я думаю, что это, может быть, повлияло бы на их позицию при рассмотрении дела. Может, я наивна, конечно, но я видела судей, которые испытывали вот такие очень серьезные переживания. Для них это было серьезным профессиональным таким переосмыслением ситуации по конкретным делам, которые они рассматривали, когда это были в том числе дела уголовные, они сажали людей, а потом это дело доходило до Европейского суда, и я видела, что они и по-человечески, профессионально они переживали. Может быть, если бы была какая-то позиция государства внятная, что когда судья принимает решение, которое потом на международном уровне оказывается ситуацией позора, юридического, да, позора для страны, наверное, вот этих ситуаций было бы меньше. Не знаю, может быть, мы вообще были бы тогда в другой точке. Я не говорю о том, что это единственное, что надо было бы делать, но это точно уроки не были восприняты, в том числе и судейским сообществом, и вообще в целом юридическим сообществом в России этот урок не был выучен. Мы, в общем-то, надо сказать, что были в то время, когда это работало, очень воодушевлены этим. Потом просто все изменилось. В 1998 году тебе угрожали расправой люди, против которых ты выиграла дело. Это РНЕ. Было дело. Это был судебный процесс о защите деловой репутации, который иск предъявило региональное отделение Русского национального единства, которые в последующем признали такие экстремистские организации, а в то время там Баркашов был вполне в силе, и чуть ли там президента не баллотировался. Вот. И надо сказать, что это, конечно, были тоже такие довольно смутные времена, когда они, не знаю, в Воронеже, например, они патрулировали вместе с милицией в то время улицы города. Вот, баркашовцы. Да, и раздавали там свою газетку, который там был «Калаврат», который, в общем, по сути, та же свастика. И местная телекомпания, да, они распространили выпустили небольшое видео, новость о том, что накануне 9 мая по городу Нововоронежу прошлась колонна, значит, в форме, очень похожей на эсэсовскую, которых возглавлял один весьма уже совершеннолетний взрослый мужчина с овчаркой. Журналисты, показав это действие, они сказали, где-то мы это уже видели. Да, видели. И дали кадры из фильма «Обыкновенный фашизм». А, собственно, потом прилетел иск к ним о защите дела репутации Русского национального единства, где они говорили, как бы, вы не имеете права на такое сравнение, что там, это нарушает наши права, там, и так далее, и так далее. К нам в судебном процессе, когда мы сидели в зале судебного заседания, они просто маршем пришли человек 20, пинком открыли дверь
в зал судебного заседания, сели, и они просто сверлили взглядом меня и судью. Тебе сколько лет в этот момент? 98-й год, 26. Очень страшно. Было страшно, да. Но судя по тому, что происходило вот в зале судебного заседания, потому что там были все-таки там другие журналисты, как-то вот когда судья огласил решение суда, и они подошли и сказали, что мы вам это так с рук, там, вам это не сойдет, мы вас достанем, мы вас всех просто там, расстреляем, убьем, да. Это было буквально просто при судье. Судья это услышал, так быстренько ушел из зала судебного заседания, а журналисты все были женщины. И мы такие все, нифига себе, ну это же как бы угроза убийства. И мы пошли тут же прямо из зала судебного заседания в прокуратуру, написали заявление. Прокурор говорит, ну да, как бы угроза убийством. Вот. И потом какое-то время происходило примерно ничего. Пару раз нас вызывали, но как бы особых телодвижений никто не совершал. Потом, через 3 месяца, я этого, собственно, человека, который высказывал эту угрозу, я его встретила на улице. Точнее, он меня преследовал. Он шел за мной там довольно долго, потом остановил меня и там, час мне рассказывал, что он собирается делать. Вот, и в нем, просто по нему было видно, что этот человек может сделать все, что угодно, потому что его в результате того, что он как бы оказался подозреваемым в этом уголовном деле, его как бы из всей этой карьерной лестницы вышвырнули. И для него это была как бы серьезная потеря. Вот. Ну, государство в лице прокурора, ФСБ, которые приходили ко мне и сказали, что вы не переживайте, мы с ними договоримся, они вас не тронут. И вот это мне было как-то так, ничего себе. А следователь, который занимался этим делом, совпадение такое, был моим однокурсником, который мне сказал, слушай, Галь, ну как бы нет трупа, нет дела, ну хватит тебе, там типа, ну фигня какая-то. В тот момент как бы понятно было, что в общем никакого расследования толком не будет, и поэтому мне мои коллеги сказали, что давай-ка ты куда-нибудь на месяцок, а мы посмотрим, как будут развиваться события. То есть я потом поняла, почему люди, которые получают угрозы убийством, расправой, чем угодно, любые угрозы. Почему государство рассматривает эти угрозы несерьезно? Потому что практически же нет эффективного расследования угроз, которые поступали, например, журналистам. И при этом очень многие журналисты, которые были впоследствии убиты, даже Анна Плетковская, перед этим получали многочисленные угрозы. Просто почти ни разу это не рассматривалось государством, правоохранительными органами как нечто серьезное, подлежащее реальному расследованию. Ну и поэтому как бы создавалась таким образом атмосфера абсолютной безнаказанности. Можно угрожать кому угодно, ты добиваешься очень спокойно, не пыльно, нужной цели, ты давишь на человека, ты ставишь его в ситуацию психологического давления, которое как бы практически на грани с угрозой того, что он может действительно рано или поздно столкнуться с насилием, и неизвестно, чем это закончится, и при этом при полном бездействии государства. Сейчас, когда все чаще мы слышим об отравлениях людей, которые занимаются правозащитной или журналистской деятельностью, стало ли страшнее? Я не хочу поддаваться этому страху, который есть, но он, очевидно, есть, потому что мы видели, да, примеры, есть расследования, которые показывают, как это делается, и мы понимаем, что, в общем-то, у государства нет оснований там, остановиться и не делать этого. Скорее наоборот. И боюсь, что мы можем увидеть еще какие-то радикальные случаи. Все пока находится в какой-то очень плохой точке. Тебе скорее страшно за себя или скорее страшно за своих подзащитных? Да, на самом деле за всех, потому что никто не должен находиться в ситуации, когда ты всерьез задумываешься о том, что по отношению к тебе может быть совершено что-то вот настолько безумное. Потому что, ну, как это вообще кажется, вот как это вообще возможно в современном мире? И мы видим, что это возможно, и мы видим, что ничего по этому поводу не делается. Вот это, конечно, заставляет там, о многом задуматься, но при этом мы же понимаем, что если ты занимаешься каким-то важным делом, то вот такие угрозы со стороны там, государства – это в том числе давление на всех, на нас, чтобы мы все бросили, я не знаю, ушли учиться варить кофе, продавать эспрессо где-нибудь, или, не знаю, там, тыквенные латте в кофейнях, и не занимались тем, чем мы занимаемся. А это правда, что ты могла быть опером и даже ходила на всякие
практические занятия? Операм нет, но когда ты учишься на юридическом факультете, ты проходишь практику. Моя практика была в прокуратуре. Это точно я бы никогда не стала не только не опером, я никогда и не мечтала об этом. Есть люди, которые мечтала. Серьезно? Да, я мечтала быть опером. Мне нравилась логическая часть работы юриста. Почему, собственно, я пошла в юридическую профессию? Потому что она была самая логичная из всех гуманитарных профессий. Потому что мне нравилась математика, алгебра. Мой любимый предмет был в школе. Но скучно с цифрами. Надо же людям как-то помогать. Мне хотелось быть с людьми, работать с людьми, что-то делать полезное. То есть на трупы ездить ты не хотела? Вообще нет. Мы практиканты сопровождали следователей. Это был ужас, просто холодящий. Когда я видела людей, которые погибли, они рядом с тобой, это чья-то боль. А я человек очень эмпатичный. И для меня тогда уже было понятно, что я не могу работать с этим, потому что я вижу следователей, судмедэкспертов, которые в одной руке держат пирожок, а другой рукой оценивают состояние утопленника. Меня шокировало даже не вид трупа, а этот цинизм, к которому, наверное, люди приходят, потому что по-другому они не могут, иначе ты не выдержишь эту работу. Для меня это было вообще неприемлемо совершенно. Я не могла. В одном из таких случаев, когда это была девушка-студентка медакадемии, просто погибла, трагически погибла, она сорвалась с 4-го этажа и разбилась. И она была моя ровесница. И в процессе, когда мы все это протоколировали вместе со следователем, во мне просто пульсировало это. Господи, какой ужас, какой это кошмар для родителей. Это же как-то надо будет им сообщать об этом. Это невозможно. Это такая боль, которую я не знаю, как люди такую боль потери близкого переживают. Соответственно, правоохранительные органы, когда работают с такими ситуациями, они же тоже должны все это и протоколировать, и связаться, наверное, с родственниками, и просто видеть это, думать об этом. Я уже забыла про расследование, про романтику детективной работы, которая, конечно, у любого, наверное, человека, который поступает на юридический факультет, она отчасти есть. Мне нравилась больше защита. Я вообще хотела быть адвокатом. А ты мамина была дочка или папина? Мамина, наверное. Мамина. А брат у тебя старший? Да, когда я была совсем маленькая, он уже был старшеклассником и потом уехал учиться в военное училище, поэтому, соответственно, не было это деления, кто мамин, кто папин. Просто я, конечно, с мамой была гораздо теснее в контакте. С папой у нас не очень были хорошие отношения в силу разных причин. Я часто думаю об этом, почему я с таким комплексом защитницы. Я изначально защищала маму от папы. Поэтому я с маленького возраста, со средних классов школы, я была в этой позиции защитницы. Получалось тебе защищать ее? Мне кажется, да, потому что, мне кажется, этот вопрос ведь не только защиты физической. Папа пил, что ли, получается? У папы у него были проблемы с алкоголем, родители не очень хорошо жили. Поэтому, когда отец умер, он умер, когда мне было 18, мне было безумно жалко, потому что это практически на моих глазах произошло. И, конечно, я вспоминаю сейчас только хорошее, связанное с ним. Но, тем не менее, сознательная часть моей жизни, когда были оба родителя живы и были дома, я все время была на позиции защиты мамы от потенциальной угрозы. Ты основал и возглавляешь Центр защиты прав СМИ. Что это за организация, как много в ней народу и чем вы занимаетесь? Я думаю, что это воля случая. Когда я училась в университете, я даже не знала вообще ни про какие права на свободу слова, свободу выражения мнения. Меня совершенно это не интересовало. И газеты и журналы я держала в руках дома, просто потому что родители их выписывали. И надо сказать, что они тоже меня интересовали только постольку-поскольку. Все, что связано было с рукоделием, да, это я, изучала, это мне было интересно. И, пожалуй, газета «Труд». На последней странице были анекдоты, и какие-то еще, полезные советы. После того, как я закончила университет, я год отработала в конструкторском бюро по вагонам при региональном управлении
Юго-Восточной железной дороги. Мне стало там как-то уже безумно скучно. Поработала еще 2 месяца в риэлторской конторе юрисконсультом, юристом. Там у меня было полное ощущение, что вот этот мир, где человек человеку волк. Потому что вот это оскал вот этого маленького там, бизнеса, который вырывает просто вот свое конкурентное какое-то преимущество за счет очень плохих вещей, да, там, обмана буквально. Мне это очень не нравилось. И я, как юрист, не хотела в этом не принимать участие, не прикрывать это. Я ушла, потому что случайно совершенно девочка, которая работала в этом же риэлторском агентстве, она сказала: слушай, ты знаешь, вот я тоже собираюсь уходить. Я тут слышала, какой-то фонд защиты гласности, какая-то организация в Москве ищет себе регионального юриста. Я говорю: фонд защиты гласности, фонд защиты чего угодно, я готова. Вот. И мне показалось это интересным. Слово «гласность» я знала. Гласность – перестройка. Это еще со школьных времен, когда понятно, что гласность – это что-то хорошее. И что если фонд защиты гласности, то это хорошее что-то. Это примерно с такими установками я пришла вообще в эту сферу. Ну а потом это, конечно, потрясающий мир, потрясающие люди, потому что фонд защиты гласности Маз Алексей Кириллович Симонов. Совершенно верно. Сын Константина Симонова, сам кинорежиссер, и там востоковед, и человек невероятно интересный, очень близкий мне. Это мой, на самом деле, наставник. Благодаря именно Алексею Кирилловичу я этим увлеклась. Это то, ради чего можно прям выкладываться. Ты понимаешь какие-то более глобальные смыслы, чем просто ходить на работу с 8 до 5. Я, в общем, мало что знала про свободу слова до момента, когда я пришла работать в Фонд защиты гласности региональным юристом. И примерно через год, это как раз была инициатива скорее Фонда защиты гласности Алексея Кирилловича Симонова, что страна очень большая. Давайте сделаем просто сеть организаций. Вместо того, чтобы мы делали все из Москвы, я как-то более-менее понимала, что, в общем-то, я как юрист, наверное, я справлюсь, хотя у меня не было никакого опыта в этом. Я была совсем молодая. Вот. И мне кажется, что это тот случай, когда ты просто ввязываешься во что-то, и потом начинаешь этим заниматься, и потом оно как-то прирастает, и ты начинаешь там с журналистами общаться, приходишь к какому-нибудь главному редактору местной газеты, который, конечно, важный очень, и все такое, и он смотрит: господи, девочка, ты кто вообще? Как бы иди отсюда. Какая защита? То есть, получилось, что сначала вы сами предлагали свои услуги, да? Мы ходили знакомиться с ними, говорили, что если вот у вас будут нарушены ваши права, вы нам об этом говорите, мы там готовы будем помочь. Потому что мы говорили им, что вот если что, вы можете к нам обратиться. Ну и помимо этого рассказывайте, если вдруг есть какие-то ситуации, когда вы считаете ваше право как журналиста нарушено, мы вот все это там собираем, эту информацию для того, чтобы смотреть, что происходит вообще в сфере журналистики. Кто-то сказал: ну давай, ладно, может быть, ты говоришь, что ты там юрист, может быть, ты пойдешь там защищать меня в суде. Кстати, первый журналист, которого я защищала, был Сапкор «Новых известий» Валерий Милралевич. И это было вообще супер круто. Ты выиграла это дело или проиграла? Мы его красиво проиграли. Мы боролись вообще просто как звери. И у нас был полный зал, это в Липецке происходило. На него подал в суд губернатор Липецкой области. Это было иск о защите чести. Да? Было понятно, что этот судебный процесс, скорее всего, невозможно выиграть, когда истец-губернатор, все это происходит в Липецком суде. Вот. Но мы хорошо защищались. Он получил ту дозу ощущения, что он сделал все для того, чтобы добиться справедливости, как минимум сказать, вот, вербализовать свою позицию. Вот. Поэтому, да, это один из тех кейсов, который невозможно было выиграть, но сам по себе процесс, он был уже демонстрацией своей позиции и защиты, которая приносила удовлетворение. Понятно, да, что ваш фонд сейчас живет на пожертвования. Ты могла бы объяснить людям, которые могли бы вам донатить, почему права СМИ надо защищать, зачем для этого должен существовать специальный фонд? Мне кажется, для того, чтобы люди были проинформированы о происходящих событиях честно и объективно. Это ради информации. И ради того, что люди должны на самом деле принимать решения сами. А принять решения сами они могут только тогда, когда они могут их проанализировать, да, и принять проинформированное решение. Еще есть какие-то факторы, которые на уровне помощи конкретному человеку. Ведь обратите внимание, что у нас всегда люди, если вдруг что, сначала идут
к чиновнику жаловаться, а вот когда последняя там стадия и уже жаловаться некому, они идут в газету. До сих пор мне какие-нибудь мои там знакомые давние пишут: вот ты там с журналистами работаешь, ты можешь их попросить, чтобы они написали, что нам тут вот дорогу там не проложили, или там, что у нас в подъезде там в крыше дыра, и нам фонд капитального ремонта ее там не ремонтирует. Это же надо об этом рассказать, а то же власти, они же не знают. То есть журналисты, они как бы были той точкой опоры для людей, когда им нужно было защитить свои интересы. Но вот где-то промежуточная, очень важная и значимая часть, когда пресса является источником информации, пресса является тем фактором, который формирует, не знаю, воспитывает общество, дает возможность обществу стать зрелым, когда люди используют это не только ради развлечения, когда они смотрят телевизор не просто чтобы убить время, а для того, чтобы узнать о событиях, которые влияют на их жизнь, о принимаемых решениях, там, о экологии, о коррупции, о каких-то других важных вопросах. Оцени от 1 до 10 уровень свободы слова сейчас в России. Здесь я задумалась на самом деле, потому что если мы плоско смотрим черно-бело на эту ситуацию, можно сказать, что на уровне свободы слова сейчас приблизительно, там, не знаю, 3. Потому что уровень пропаганды очень высокий, контроль над прессой установлен, в общем, плюс-минус тотальный. Сайты независимых медиа заблокированы. Законодательство медийное никогда не было таким репрессивным, каким оно является сейчас. И это, в общем, беспрецедентный на самом деле пример того, каким образом на законодательном уровне регулируется работа журналистов и вообще в целом свободы слова. Другая часть меня хочет сказать, что уровень свободы слова все-таки он выше. Пока еще люди все-таки могут, если сравнивать там, условно там, с советским временем, да, люди могут высказываться. Есть доступ к интернету, и они могут выражать свое мнение там. Да, это выражение этого мнения влечет колоссальные риски сейчас. Если ты выражаешь позицию, которая потенциально подпадает под какую-нибудь дискредитацию армии, военные фейки там, или что-нибудь еще, то очень высока вероятность, что ты за это схлопочешь. Люди это, в общем, понимают, и как бы мы видим и рост количества дел, связанных с этими популярными новыми цензурными ограничениями, ну и, соответственно, повышение уровня самоцензуры. Но, тем не менее, у людей есть возможность высказаться. И высказаться может не только журналист. Получить некую аудиторию может и просто человек. Человек, который захочет, чтобы его мнение услышали. Может быть, мы скоро потеряем эту возможность. Сейчас траектория движения вообще всего того, что происходит в сфере информации, интернета, она как раз в сторону заткнуть рты всем, кто выбивается из общего отрежиссированного хора. Но, тем не менее, пока этот инструмент есть, пока эта возможность все еще существует, это все-таки не ноль. А где финал? Финал, когда полностью будет информационная блокада, когда будет только один голос, это будет голос пропаганды, когда уровень юридических рисков будет слишком большая цена. И поэтому больше людей будут молчать. В том числе, может быть, те, которые еще говорят. Сколько осталось до этого? Мы очень близко. Я думаю, что мы законодательно очень близки к этому. Может быть, 2-3 шага. Вопрос, как долго эти шаги будут и сколько маленьких шажочков в промежутке будет сделано. Но пока Россия страна, которая каждый раз кивает на букву закона, соответственно, каждое продвижение в эту сторону требует принятия каких-то поправок в те или иные законы. Потому что для того, чтобы обосновать свои действия, власти каждый раз говорят: у нас все законно. Вот у нас есть буква, мы действуем по букве закона. То, что там буквы кривые и написано это все так, чтобы можно было туда просто загнать все, что угодно, это вопрос 10-й. Поэтому и законы принимаются. У нас 1, 2, 3 чтение в один день, на следующий день подписывается президентом, одобряется Советом Федерации. И судебные процессы у нас прогоняются очень быстро. Все судебные дела по обжалованию статуса иностранных агентов – это примерно 1:15. 15 минут первое заседание, максимум 1 час второе. Ты не понимаешь, что происходит. Где юридические документы? Где имена тех людей, которые участвуют во всей этой дискриминации, в этих репрессиях? Галь, когда закроют YouTube? Я вижу 2.
прагматических соображений для российских властей YouTube не трогать. Хотя здесь во мне борется как бы юрист и прагматик в этом смысле с человеком, который наблюдает все происходящее, и сердце замирает просто. И вот прагматическая сторона этого дела. Почему до сих пор не заблокировали YouTube? Нет альтернативы, раз. Рутюб. Ну, смотри, как ВКонтакте хорошо работает. Это все-таки не то же самое. Люди пользуются YouTube, потому что они привыкли, потому что там можно смотреть мультики. Посадил ребенка, он смотрит, не знаю, там, начиная от мультиков, заканчивая образовательными программами. Да, сейчас все образовательные программы из YouTube выпиливают, переходите на другие площадки. Но обыватель, тот, который не политизированный обыватель, он все равно использует YouTube как телевизор для определенных целей. Он смотрит там всякие там видео про рыбалки, там еще что-то, там, не знаю, вплоть до порно. Мы не можем это вычеркивать из интересов телезрителей. Это та самая аудитория, на мнение которых пытаются активно повлиять через официальные СМИ и пропаганду. И поэтому, если эту аудиторию сильно триггернуть, а YouTube для них будет триггер. Перетерпела и Инстаграм, и Фейсбук, и ТикТок. А мне кажется, что эта аудитория не была в Инстаграме. Вот та аудитория, которая там домохозяйки условные, которые, или там дяденьки, которые смотрят там футбол и видео, как пилить стул там или еще что-то такое, они вряд ли будут там пользоваться Инстаграмом для этого. YouTube очень удобен. Он сделан так, что это просто удобно. Ты пишешь запрос, ты получаешь кучу разных вариантов ответов, быстрая инструкция, как перезапустить разрядившийся на морозе аккумулятор. Ну, что все делают? Идут в YouTube и пишут запрос, что надо делать для того, чтобы запустить машину, когда вот ничего больше другого нет. Куда клемму надо вот прицепить. То есть ты хочешь сказать, что опасения, недовольство привыкших к YouTube обывателей перевесит выгоду от перекрытия Ютуба? Я думаю, что пока YouTube в том числе используется для того, чтобы удовлетворять потребностям, запросам этих обывателей. Вместе с там, рыбалкой, аккумуляторами и мультиками они точно так же там потребляют пропаганду. То есть и государство очень активно это использует. Все, что есть в телевизоре, есть и в Ютубе. На самом деле это очень существенно. Это второй фактор, о котором я хотела сказать. Почему это не только невыгодно с прагматической точки зрения, потому что люди в такой ситуации потеряют доступ к развлечению. То есть интернет для них, и YouTube в том числе, это видеоразвлечение. И кладезь полезных советов и рецептов. Люди этим пользуются. И, конечно, они будут недовольны. Это не факт, что они, там, не знаю, выйдут на улицу или еще что-то будут делать, но они будут недовольны. Мы не знаем, на самом деле, каким образом люди отреагируют. Может, они действительно переориентируются на обычный какой-нибудь, не знаю, формат ВКонтакте, или просто, не знаю, там будут у соседки вырезки из газеты там, брать для того, чтобы прочитать какие-нибудь рецепты каких-нибудь, не знаю, там, салатов новогодних. Но это все равно, это, как мне кажется, здесь есть большой фактор прагматики. Но потом Рутюб все равно не получился. Надо чем-то заменить. Видимо, то, чем они готовятся, наверное, заменить, оно еще не настолько эффективно. Поэтому мне кажется, что как минимум, если власти пойдут на блокировку Ютуба, это может быть действительно, потому что фактор доступа к обывателям через их глаза и мозги, он очень существенный. Люди, очень многие потребляют информацию визуально, и это для них, в общем, гораздо привычнее, чем читать, особенно лонгриды. Поэтому видео должно быть, и оно должно быть контролируемым. Но горизонт принятия решения ты как оцениваешь? Ну, я думаю, что если они пойдут на блокировку YouTube, скорее это, наверное, будет в этом году просто в силу очень динамично развивающихся событий, которые, в свою очередь, собственно, и подталкивают власти к введению новых и новых инструментов цензуры, контроля, вот эти все законодательные ограничения, связанные, нельзя делать то, нельзя это, под контроль тех, других, слежка цифровая, там, face recognition technology, там, иностранные агенты, иностранное влияние. Вот это все в комплексе, на самом деле, оно же связано и с форматом потребления информации. И YouTube здесь играет очень значимую роль. А это означает, что нужно в такой ситуации нарастить где-то в каких-то других местах замену, и она должна быть равноценной. Как только будут они готовы сделать вот этот кульбит, когда они вырубают YouTube, но при этом, да, просядут, но у них должна быть замена. Важный технический вопрос. Если я, зритель, пользователь, не знаю, обыватель, который любит и читает средства массовой информации, признанные нежелательными ли организациями или иностранными агентами. Или, например, я просто люблю Greenpeace
и пощу их ролики у себя в соцсетях. Несу ли я за это какую бы то ни было ответственность, уголовную или административную? За распространение информации нежелательной организации у нас установлена административная ответственность. А если я раньше их ролики постила? А у нас придумали хороший ход власти по этому поводу. Для того, чтобы информация не распространялась в нежелательной организации, они считают любое распространение информации в интернете длящимся правонарушением. Сначала это штраф от 5 до 15 тысяч рублей по статье 20.33 Кодекса об административных правонарушениях. Но если ты не успокоилась, тебя уже штрафовали, а ты все еще уперто продолжаешь, не знаю, там, постить. Не стереть то, что я делала в 2013 году? Да. То второй раз у тебя найдут какой-нибудь ролик, который ты репостнула. Ну да, тогда это будет второе повторное нарушение, это уже будет основание для уголовки. Но если я это делаю под замком? Это как? Это для себя в формате личного онлайн-дневника или для 5 человек, которым ты позволил получить доступ к этому подзамочному Для посту? скольки-то человек, которым я позволила. Если никто из них не вынесет, тогда считай, что государство об этом не узнало. Если кто-то настучит, это не важно, сколько человек. 1, 2, 5. Если это больше, чем ты одна, то это будет считаться публичным распространением информации, даже если там это стоит вот такой огромный замок и видит это 1,5 землекопа. Это инструмент изоляции российского сегмента интернета от информации, которая государству не угодна. То есть вообще признание нежелательными организациями – это выдавливание их из российского информационного пространства, поэтому там не только штрафы, там же основания для блокировки сайтов, на которых распространяется информация нежелательных организаций. И вот признание нежелательными таких организаций, как Greenpeace, конечно, вот ты смотришь на это, думаешь, господи, ну это какой-то абсолютный сюр, да? Мы дошли до такой точки, когда и Greenpeace теперь как бы не может распространять свою информацию. Это такой большой знак «стоп», условно, как кирпич такой, да, дороги нет. Вот. Это, мне кажется, осознанная совершенно политика, которая в первую очередь направлена на действительно повышение ставок для российских граждан, чтобы как бы, вот этот страх, он останавливал их от любого взаимодействия с этими организациями, в том числе информационного. Если бы ты могла выбрать самый лучший город для жизни, где бы ты жила? Я много раз об этом думала, я много где была в разных 83 странах. страны ты посетила. Да, примерно, может быть, даже сейчас уже больше. Вот. И все равно нравится тот город, который ты любишь, потому что это твоя родина. Да? Вот я люблю Воронеж, это то место, где я родилась, где родились мои родители, где я там жила, работала и так далее. Мне там комфортно. То есть, выбирая между Женевским озером и Воронежем, ты выберешь Воронеж. Посмотри мне. Не из-за озера. Вот. Просто потому, что это что-то больше, чем комфорт. Ты должен иметь возможность окунаться вот в эту зону комфорта, в твою, плескаться в этой своей родине, да, встречаться с людьми, которые для тебя и образуют вот этот круг близкий, который позволяет тебе чувствовать себя комфортно, чувствовать себя нужным. Ты можешь сейчас отсюда летать домой, быть дома, потом и летать куда-то на какие-то встречи и сессии или еще что-то. Но думаешь ли ты о том, что эта дверь сужается, и это превращается в игольное ушко, а потом схлопнется? И что ты Я думаю, что делать? это уже превратилось в игольное ушко. И это, конечно, то, что нас всех сильно тревожит. Ты понимаешь, что, в общем-то, твоя связь с твоим миром, она захлопывается не потому, что это твое решение, не потому, что это вот ты так хочешь, тебе так нравится. Когда у тебя есть возможность выбора, ты чувствуешь себя комфортно. Когда у тебя нет такой возможности выбора, ты чувствуешь себя загнанным в угол. И это плохо. Это некомфортно, это неправильно, так не должно быть никогда ни с кем. Ты задаешь себе вопрос, когда это закроется, по какую сторону ты хотела бы остаться границы? Это сложный вопрос. Я не уверена, что имеет смысл об этом говорить. Я думаю, что подавляющее большинство хотело бы жить там, где его корни в хорошем смысле этого слова. Там, где вот место приложения твоих знаний, усилий, не знаю, там, профессиональных каких-то действий. То есть вне России ты будешь чувствовать себя менее полезной? В зависимости от того, что я буду делать, конечно. Если я что-то буду делать для России, для российских журналистов, я могу это делать почти из любой точки мира. Но все равно правильно, наверное, находиться там, где ты больше всего полезен.
тобой из того поколения, самый страшный страх которого был война. Именно у этого поколения сейчас сработал триггер. Как ты борешься сама с этими страхами? Есть флешбеки с детства, когда мы очень боялись войны, когда мы были маленькими, говорили, что вот смотрите, вот есть там, вот у нас есть там ядерное оружие, вот у Америки есть ядерное оружие, и мы вот противостоим, и вот именно потому, что у нас есть, вот на нас не нападут там, и так далее. Вот. И страх, конечно, ядерной войны, он как-то так преследовал меня долгое время. Но детские воспоминания, они, конечно, остались, они сейчас флешбеками периодически появляются в сознании, особенно когда начинают всерьез политики всуе упоминать ядерное оружие, возможность его использования. Я помню, когда умер Брежнев, вот это ощущение липкого страха, что наша страна осталась без руководства, которое должно было нас защищать от страшной Америки, которая вот если сейчас у нас нет этого защитника, то вот сейчас как раз оно и произойдет. Вот сейчас как раз они и применят против нас ядерное оружие, потому что страна обезглавлена. И я помню просто, когда мы были начальная школа, мы ждали, когда же закончится урок, мы так боялись, что вот сейчас это вот прям вот может произойти в любой момент, и мы стояли около стенки там в коридоре школы, прижавшись, и думали, что сейчас это произойдет, Господи, какой кошмар. И мы это визуализировали, этот грипп ядерный, потому что, все это там в то время было достаточно активно тоже и в школе обсуждалось, и в прессе. А ты чего сейчас боишься? Я никогда не задумывалась об этом, на самом деле. Наверное, мне страшно за то, что я не понимаю, какое будет будущее. Ощущение, что просто вот будущего, которое могло бы быть, его уже точно нет. И я, и мой сын, и люди, которые мне близки, мы все стоим на краю какой-то пропасти, когда мы еще вроде по инерции движемся, а что впереди? А впереди что-то беспросветное. Человек вообще, в принципе, такое социальное существо, которое боится неопределенности. Да? Почему люди боятся темноты? Потому что они не понимают, что в этой темноте, на что они наткнутся. Ты очень надеешься, что включат свет, и там все будет хорошо. И там будет все не так страшно, и можно будет что-то починить, и не будет вот этого уже ощущения липкого страха за будущее. Милосердие или справедливость? Справедливость, конечно, не всегда милосердна, но милосердие очень важно. Свобода или стабильность? Свобода, конечно. Правда или безопасность? Я бы сказала и то, и другое, потому что безопасность, которая ценой правды или свободы, это ловушка. Она влечет гораздо более серьезную опасность в перспективе, вот эта стабильность, когда вопреки здравому смыслу правды и справедливости и перспектив будущего, все кладется на кон стабильности. Вот эта стабильность предыдущих 10-15 лет нас привела сейчас к точке, где уже ни стабильности, ни правды, ни справедливости, ни перспектив нормального будущего для нас, наших детей, культуры, не знаю, страны. Поэтому стабильность, мне кажется, это опасная ловушка. Здесь правда играет очень существенную роль, как мне кажется. Родина или истина? Родина всегда часть тебя, просто потому что ты в этом вырос. Ты можешь быть с чем-то не согласен, но Родина – это не равно государство. Это даже не равно страна. Родина – это может быть что-то гораздо меньшее, чем город, где ты живешь. Поэтому ощущение Родины – это ощущение дома, как мне кажется. Истина – это такая вещь, которая из области почти недостижимого. Как, собственно, и правда у всех своя. Да? Субъективная оценка каких-то фактов тоже, в общем, играет существенную роль подчас. Что ты сделаешь, когда кончатся СМИ, свободу которых нужно будет защищать? Если я смогу быть полезна
в этой сфере, оставаясь юристом, я буду. Если нет, наверное, придется мне там думать о чем-то другом, где я буду и смогу приложить свои там, таланты и усилия, и чтобы мне было не скучно, чтобы я занималась этим с удовольствием. Мне кажется, что люди, если они чем-то занимаются, они должны заниматься этим с удовольствием. Как ты шьешь? Ну, я давным-давно не шила. Ты шила, ты деньги зарабатывала. Это правда. Я зарабатывала деньги, у меня даже были клиенты, но это было в студенческие времена. Ну, сейчас ты сможешь что-нибудь пошить из себя? Ну, в принципе, да, если мне дать машинку, я все очень даже помню. Если вообще будет критическая ситуация... Купи заранее. Мне кажется, это что уже все, это уже отработанный как бы в жизни момент. Тогда, когда я это делала для чего? Для того, чтобы заработать деньги, для того, чтобы одеть себя. Это было не просто творчество, да, это еще и было формирование себя как, не знаю, как личности. Что-то сделал такое красивое, чего нет у других, и ты это сделал, это самое приятное. Это не про работу в ателье, просто чтобы заработать на жизнь, потому что ты это умеешь. Да, я это умею, но мне не думаю, что это будет интересно. Я бы, наверное, выбрала что-то другое. Но смотри, как легко ты согласилась с идеей, что кончатся СМИ, свободу которых нужно будет защищать. Я думаю, что я, в принципе, допускаю, что будет момент, когда это можно будет делать очень тяжело. Или почти невозможно. Вопрос не в том, что кончатся СМИ. СМИ не кончатся. Люди все равно будут говорить. Люди все равно будут думать. Они будут все равно высказывать и пытаться донести свою позицию до другого человека. Сделать это публично. Вот, поэтому боюсь, что я хоть и играю в игру, что будет после того, как закончится свобода слова. Но в глубине души я верю, что там еще много-много-много работы, которую нам придется делать. Просто в какой-то момент ее будет делать очень тяжело. И это не означает, что наша работа не будет нужна.